Здравствуйте! Сегодня мы начнем разбор грамматики первого урока Мина но Нихонго. Итак, первая тема. Существительное «ва», существительное «дес». На русский язык она переводится как существительное «один» является, являюсь существительным «два». Но когда вы смотрите на подобную конструкцию, то вы должны понимать, что эта конструкция позволяет вам, первое, построить простое предложение, второе, оно в настоящем времени. Его также можно использовать и в будущем времени. Однако для этого нужно использовать временные маркеры дополнительно, такие как завтра, послезавтра, через 2 недели, завтра в 3 часа дня и так далее. И третий, самый важный момент, это то, что она в вежливой форме. Как вы уже знаете, в Японии очень сильно развит культ вежливости, поэтому изначально все учителя японских школ будут делать вам особый упор в выработке у вас привычки в кризисных ситуациях или в ситуациях, когда вам нужно спросить совета у кого-либо или обратиться за помощью к постороннему человеку, то строить предложения или вопросы именно в вежливой форме. Итак, почему же существительное «ва»? В хирогане мы учили, что слог «ха» звучит как «ха». Почему тогда сейчас он звучит иначе? Все довольно просто. Если слог «ха» является частью слова, как самостоятельная единица, например, с частью существительного: зуб – «ха», коробка – «хако», работать – «хатаракимас» – это глагол, хаконе – это туристический городок в Японии, тоже является слог «ха» частью самого слова. И как видите, он пишется не только хироганы, но он записывается в виде канджи. Поэтому в тексте, скорее всего, вы увидите именно иероглиф. Но уже выучив это слово, вы будете знать, что он будет произноситься как «ха», «хако», «хатаракимас», а не как «ва». Итак, частица «ва» является частью самого предложения, а слог «ха» является частью существительного, либо прилагательного или глагола. Поэтому в предложении частица «ха» никогда не будет писаться в виде иероглифа. Основная ее функция – это указать тему разговора, то есть все, что стоит перед ней, является темой разговора. Все, что стоит после нее, это дополнительная информация. Очень часто ее ассоциируют с такой словесной связкой, как «что касается меня», «что касается него». Допустим, «что касается меня, я американец», «что касается него, он учитель». Но на русский язык подобная трактовка перевода несколько странно звучит и для меня, и для себя. Вы должны понять одно, что частица «ва» – это, так сказать, красный маркер. Он указатель основной темы разговора. Вот и все. Частица «дес». «Дес» является вежливой формой глагола связки «быть», «являться», «является» в японском языке. И на английский вариант оно всегда будет соответствовать am, is, are. То есть I am, he is, we are и так далее. Получается, что сегодняшняя конструкция – это типичный шаблон фразы по типу «My name is Вася». Давайте рассмотрим примеры, чтобы составить самое простое предложение в настоящем времени и в уважительной форме. Например, «Я Мария».
Подставляем существительное к данной конструкции. Ваташи ва Мария дес. Ваташи – это я, частица ва, Мария – имя, дес – глагол связка. Получается ваташи ва Мария дес. Следующее. Я испанка. Ваташи ва спейнджин дес. Ваташи ва спейнджин дес. Спейн – название страны под названием Испания. Джин – это указатель национальности. То есть, если вы к данному иероглифу будете присоединять любую страну, это будет указывать на то, что человек является гражданином той или иной страны. Следующее. Господин Смит – учитель. Смито-сан ва сенсей дес. Смито-сан ва сенсей дес. Смито – фамилия, сан – господин, частица ва – тема разговора или акцент на господине Смите. Сенсей – это профессия, и дес – быть, есть, является. Следующее. Тема 2. В предыдущей теме мы разобрали, как сказать в утвердительной форме «я есть», «я являюсь», «он есть», «он является». Но как сказать отрицательную форму по типу «я не Мария», «я не Олег», «я не инженер», «я не айтишник» и так далее. Для этого мы частицу «des» заменяем на «я римасен». То есть существительное 1 не является существительным 2. Например, «я не Мария», «ваташи ва Мария джа римасен». Вы также учили о том, что частица «джа римасен» может заменяться на «дева римасен». Но подобную связку используют чаще в письменной речи или же в информационном стиле. Например, вы можете услышать его по телевизору. В нейтральном вежливом стиле все-таки чаще используют «джа римасен». Не японка. Мария ва нихонджин джа римасен. Тоже может так сказать. Или же, допустим, господин Иванов не учитель. Иванов-сан ва сенсей джа римасен. Третья тема. Существительное ва, существительное деска. Итак, в предыдущих 2 темах мы выучили, как сказать в утвердительной форме, допустим, я Мария, я Олег, и как сказать в отрицательной форме «я не Мария», «я не Олег». Но как нам задать вопрос? В этом случае нам помогает частица «как», которая стоит в конце предложения, как вопросительная частица. В повседневной жизни в русском языке мы чаще обращаемся с вопросом, и зачастую мы не произносим дополнительных частиц или слов в конце предложения. Почему? Да потому что мы используем интонацию, мы задаем вопрос интонацией. В японском языке присутствует это также, но только в повседневной жизни. Когда ты разговариваешь, допустим, с другом, в вежливой же форме вопрос всегда будет заканчиваться слогом «к». Также в письменной речи это дает нам возможность понять, что перед нами предложение вопросительное, а не, допустим, утвердительное. Так как обычного знака вопроса в японской письменности нет, типичного и привычного для нас всех. Итак, например, как задать вопрос? Господин Мира учитель? Подставляем слова. Мира-сан ва сенсей десу ка? Мира-сан ва сенсей десу ка? Господин Мира учитель?
Чтобы ответить, мы отвечаем «Да, господин Мира, учитель». Например, «Хай, Мира-сан ва сенсей дес». Или же сокращенным вариантом «Хай, сенсей дес». Чтобы сказать отрицательную форму, то есть не учитель, нет, господин Мира не учитель, мы произносим следующим способом. Ие Мира-сан ва сенсей джаримасен. Или же используем сокращенный вариант Ие сенсей джаримасен. Можно задать вопрос, когда мы спрашиваем в уважительной форме, например, кто тот человек. Ано ката ва доната десу ка? Ано ката ва доната десу ка? Ано ката. Уважительная форма часто переводится как «тот господин». Ва частица, доната. Кто? Это уважительный эквивалент вопроса «кто?» и вопросительная часть десу ка. Кто тот человек? Вы отвечаете просто «Мира-сан дес». Вторым вариантом вы можете спросить просто «кто тот человек», не акцентируя на своем уважительном отношении по отношению к нему. Ано хито ва даре десу ка? Ано хито ва даре десу ка? Ано хито – тот человек. Даре – это нейтральный эквивалент вопроса «кто?», если мы спрашиваем о человеке. Обратите внимание, что в первой части мы произносили «Ано ката ва доната десу ка?» Это случай, когда уважение фактически сквозит в каждом слове, в то время как «Ано хито ва даре десу ка» является более нейтральным, вежливым эквивалентом задать вопрос «кто тот человек?». Ответить вы можете просто «Мира-сан десу». Мы разобрали то, как сказать, например, он учитель, он не учитель, как задать вопрос, но как сказать я тоже, допустим, учитель. В этом случае нам помогает частица мо. Она заменяется вместо частицы ва. Вся остальная конструкция остается одинаковой, но смысл абсолютно другой. Например, вам говорят «Мария студентка». «Мария ва гакусей десу». Вы отвечаете «Я тоже студент». «Ваташи мо гакусей десу». «Ваташи мо гакусей десу». Я тоже студент. Или, например, господин Мира, служащий фирмы. «Мира-сан ва кайшаин десу ка?» «Мира-сан ва кайшаин десу ка?» Вы можете ответить «Да, служащий фирмы». «Хай кайшаин десу». А человек, который вас спрашивает, может сказать «Я тоже служащий фирмы». «Ваташи мо кайшаин десу». «Ваташи мо кайшаин десу». То есть он так же, как и господин Мира, служащий фирмы. Или, например, «Мария ва америкаджин десу ка?» Зададут вопрос. Вы ответите «Нет, не американка». «Ие америкаджаримасен». Человек, который задает этот вопрос, может тоже сказать, допустим, «Я тоже не американка, я испанка». «Ваташи мо америкаджин джаримасен, спейнджин десу». «Ваташи мо америкаджин джаримасен, спейнджин десу».
Если обратили внимание, то во втором предложении «спейнджин дес» я не повторяла снова часть «ваташи», «ваташи мо», «Америка джинджи аримасен», «ваташи ва», «спейнджин». Для чего? Для того, чтобы в двух близких предложениях по смыслу не повторять постоянно «я». Это очень режет слух. Давайте рассмотрим еще новые примеры, но на основании слов, которых нет в сегодняшнем уроке первой части, первого урока. Например, город Мачи, село или деревня Мура, река Кава, море Уми, страна Куни. Например, Херсон – город. Утвердительное предложение. Херсон ва Мачи дес. Или вопрос. Ивановка деревня. Ивановка ва Мура деска. Ивановка ва Мура деска. Или, например, Ивановка не город. Ивановка ва Мачи джаримасен. Или второй пример. Черное море река. Куроуми ва кава деска. Куроуми ва кава деска. Нет, не река. Море. Каспийское море тоже море. Ие кава джаримасен. Уми дес. Каспи уми мо. Уми дес. Ие кава джаримасен. Уми дес. Каспи уми мо. Уми дес. Или Франция город. Францува мачи деска. Нет, страна. Казахстан тоже страна. Ие куни дес. Казахстан мо куни дес. Ие куни дес. Казахстан мо куни дес. Пятая тема. Существительное но, существительное дес. Что это такое? Частица но в данном случае выступает как соединяющая связка между двумя существительными, и она отвечает русскому эквиваленту родительного падежа. То есть она отвечает на вопрос чей, чье, какой. Она означает принадлежность чего-то, чему-то. Например, моя сумка, мамины туфли. Или, допустим, отцовский ремень. Все это, то есть два существительных, между ними будет стоять частица но. Например, ваташи но дайгаку. Мой университет. Митсубиши но шаин дес. То есть служащий компании Митсубиси. Здесь идет определение того, что человек принадлежит компании Mitsubishi, он его служащий. Или, допустим, завтрашнее утро, да, завтра утром. Ашта но аса. Аса – утро, завтра ашта. Ашта но аса. Например, Мария – врач больницы Кобе. Мария ва Кобе бьоин но ища дес. Или же господин Мира, служащий МС банка. Мира-сан ва МС но гинкоин деска. То есть здесь вопрос. Мира-сан ва МС но гинкоин деска. Несколько нюансов. Например, частица но может не всегда ставиться между существительными. Она не ставится между личными или же собственными названиями рек, ресторанов, морей, гор и так далее. Например, у вас может быть ситуация, когда вы читаете «Италия ресторан». В данном случае «Италия» или же «Италия»
это название ресторана. Однако, если вы в тексте прочитаете «Итальяно ресторан», то здесь будет значение 2. Первое, либо это итальянский ресторан, который находится где-то в Италии, и разговор идет о нем, или же это итальянский ресторан, который находится где-то в Токио, там, в Нагое и так далее. Или, например, когда идет два существительных, например, Япония название страны, а следующее идет культура. Между ними тоже будет ставиться частица «но». Оно будет переводиться двумя способами. Например, культура Японии или же японская культура. Здесь нужно быть довольно внимательным. Например, Нихонно бунка. Японская культура. Также частицу «но» не ставят, когда вы читаете текст, а в тексте у вас 3 и больше существительных. Например, зимний фестиваль в Саппоро. На русский эквивалент переводилось бы как Саппоровский зимний фестиваль. Саппоро но фую мацури. Саппоро но фую мацури. В данном случае мы не ставим 2 частицы «но» между каждым существительным, чтобы не было громоздкости в предложении, немножко, чтобы проще было воспринимать текст, да? То есть мы не будем писать «Саппоро но фую но мацури». Достаточно только акцентировать на то, что он в Саппоро, да? Что он саппоровский. Но самое важное совсем иное. То, что в японском словаре, в японских словах очень много слов китайского происхождения, канго, да? И они исторически уже адаптировались под японскую речь. Таким образом, что человек, прочитав одно слово, допустим, состоящее из 2 или 3 иероглифов, он понимает, что это тот же, что это слово, которое идет изначально с каким-то определением. Например, запасной выход. На русский язык мы бы переводили его 2 словами и записывали бы его 2 словами, да? Хиджоугучи. Но в Японии это слово будет писаться одним словом, слитно, со своим набором канджи. То есть в данном случае получается, что исторически они уже отбросили частицу «но» и создали просто укрепленный стандартный формат слова, которое на русский язык переводилось бы как 2 слова «запасной» и «выход». Или же, например, речной рак, каваэби. Тоже в японском языке он пишется просто иероглифами 2. А по факту переводится на русский язык 2 отдельными словами. Или же речная рыба, да, кавао. Опускание частицы «но» распространено очень сильно в словах китайского происхождения. Оно может опускаться в формальной речи. И его минимизируют прежде всего для того, чтобы текст не был слишком громоздким, чтобы в каждом слове не было частицы «но». Суммируя, мы должны сказать, что, во-первых, частица «но» мы ставим всегда, когда идет разговор о себе, допустим, моя сумка, мой дом, мои друзья. Мы всегда ставим ее между 2 существительными, когда идет определение человека как принадлежащей единицы к чему-либо. То есть он может быть работником, он может быть спортсменом какой-то команды. В этом случае мы будем ставить между 2 существительными частицу «но».
Мы не будем ставить его в случае, если мы говорим о словах устойчивых по типу канго, которые изначально уже отбросили частицу «но». Мы не ставим частицу «но» между личными названиями, то есть гора Фудзи. В Японии она пишется Фудзи-сан, то есть два иероглифа на русский язык переводятся на двумя отдельными словами. Поэтому, будучи личным названием Фудзи, мы не ставим после него частицу «но». Следующее. Имя плюс сан. Что это значит? Если вы поставите любую фамилию или имя, или же, допустим, профессию, вы будете обращаться к человеку в уважительной форме, изначально говоря, что господин или госпожа после фамилии, да? Господин Иванов, госпожа Ткаченко и так далее. Например, здесь Танака-сан. Кочира ва Танака-сан дес. Кочира ва Танака-сан дес. Кочира это означает здесь. Танака-сан фамилия. Танака фамилия. Сан приставка господин, госпожа, да? Или же тот человек, господин Мира, Анохито ва Мира-сан десу ка? Да? Анохито ва Мира-сан десу ка? Тот человек, господин Мира. Итак, грамматику первого урока мы, в общем-то, разобрали, но я еще немного хочу занять вашего времени. Когда вы учили слова или просматривали словарь, то, скорее всего, вы увидели новые слова касательно возраста. Давайте разберем немножко эту тему. Сай означает лет или же возраст. Чтобы задать человеку вопрос о том, сколько вам лет или сколько ему лет, мы можем сделать это двумя способами. Один более вежливый, другой более нейтральный. Но используется как в вежливом, так и в повседневной жизни. Итак, более вежливый вариант. Ойкуцу деска. То есть мы ставим имя впереди, а после уже спрашиваем или уточняем, сколько ему лет. Например, сколько лет Танаку-сану? Танака-сан ва ойкуцу десу ка? Или же нейтральный вариант. Танака-сан ва нан сай десу ка? Нан сай десу ка? Ответ может быть прост. Допустим, мы знаем, что ему 24 года. Мы отвечаем ничуйон сай дес. Ничуйон сай дес. При этом ни это 2, джу десятки, то есть 2 десятка, йон 4, сай лет. Вместе будет ничу йон сай дес. Также я бы хотела научиться с вами считать количество лет от 1 до 10. 1歳 1 год, 2歳 2 года, 3歳 3 года, 4歳 4 года, 5歳 5 лет, 6歳 6 лет, 7歳 7 лет, 8歳 8 лет, 9歳 9 лет, 10歳10歳 10 лет. 20 лет или же совершеннолетие можно сказать двумя словами. Либо ниджусай, то есть 2 десятка лет, или же просто хатачи. 31 год мы, например, можем сказать сан джу исай. То есть мы к 3 сан добавляем десятки джу и добавляем 1 год исай. Сан джу исай.
Следующий вопрос. У вас может возникнуть ситуация, когда вас может спросить о вашем имени, да? Или же вы хотите спросить человека о том, как его зовут, как нам быть в этом случае. Имя на японском языке переводится на майя. Если мы присоединяем частицу или суффикс «о», мы указываем на то, что он в вежливой форме. «Онамае», то есть ваше имя. Строим вопрос следующим образом. «Онамае ва нан десу ка?» «Онамае ва нан десу ка?» То есть ваше имя как? Вопрос вопросительным словом является «нан». Да, что за имя ваше? Ну, по русскому языку будет переводиться как вас зовут. Отвечаете просто «Мира дес». Если спросят, допустим, вас, как зовут другого человека, например, «Анохито но намаева нан десу ка?» В этом случае, вы знаете, как его зовут, вы, допустим, он Мира-сан, да? Вы скажете «Мира-сан десу». Обратите внимание, что когда вы говорите и отвечаете о себе, то есть вы представляетесь, называете свое имя, вы не указываете в себе суффикс или же приставку в виде господина или госпожи. Вы не говорите «я господин Мира». Да? Вы говорите просто «Мира я». То есть получается «Мира дес». Но когда вы говорите о постороннем человеке, здесь всегда надо ставить приставку в виде «сан». «Мира-сан дес». Вас могут также спросить о том, откуда вы приехали. И для этого есть устойчивая грамматическая конструкция «кара кимашта». «Кара» – откуда или «с». «Кимашта» – это глагол, означающий в прошлом времени «прибыл». Если вы к этой связке, этой конструкции поставите любое название места, любой страны, будет смысл того, что из той страны вы приехали или приехал кто-то другой. Например, я приехал из Америки. Ваташи ва Америка кара кимашта. Ваташи ва Америка кара кимашта. Или же Кимура-сан приехал из Японии. Кимура-сан ва Нихон кара кимашта. Кимура-сан ва Нихон кара кимашта. Вопрос же о том, из какой страны вы приехали, может звучать двумя способами. Первый – окуни ва дочира десу ка. Окуни ва дочира десу ка. Это тема третьего урока, но так как уже мы начали разбирать, немножко ее затронем. Буквально она означает «ваша страна», в какой стороне, да? Или же «ваша страна какая». «Окуни ва дочира десу ка». Смысл тот же «вы из какой страны». Или же «доко кара кимашта ка». «Доко кара кимашта ка». Откуда вы приехали или из откуда вы приехали. Предложение стоит в прошлом времени, и оно вопросительное. Итак, давайте попробуем систематизировать всю ту информацию, которую сегодня мы узнали. Для того, чтобы сказать «я Андрей», мы используем конструкцию существительную «ува», существительное «дес». «Ваташи ва Андрей дес». Для того, чтобы сказать «я не учитель», вы используете конструкцию с «джаримасен». То есть «ваташи ва сенсей джаримасен». Для того, чтобы спросить «ты студент?»
вы используете конструкцию с частицей «ка» в конце предложения. То есть «аната ва гакусей десу ка». Для того, чтобы сказать «он тоже студент», вы говорите «каре мо гакусей десу». Для того, чтобы сказать «мой учитель», вы используете связку «но» или частицу «но». Да? «Ваташи но сенсей десу». Давайте рассмотрим ситуацию, когда мы можем столкнуться с человеком или посторонним и впервые знакомимся. Обычно она звучит примерно так. К вам обратится человек, например, «Шицурей десу ка анамаева», то есть «извините за беспокойство, но как вас зовут?» «Шицурей десу», «извините за беспокойство» или «прошу прощения», «га», «но», «онамаева», «ваше имя». «Онамаева» «нандеска» может немного опускаться или же сокращаться. Это ничего страшного, это нормально. Вы отвечаете ему следующим, так сказать, шаблонным вариантом. «Хаджиме маште» – мы встречаемся впервые. «Ваташи ва Мария десу» – я Мария. А дальше вы говорите дополнительную информацию, например, «я филиппинка» или «я приехала из Филиппин», или «я студент» или «студентка университета». При этом в каждом следующем предложении вам не нужно повторять «ваташи ва». Достаточно указывать, как в принципе в русском языке, основную часть предложения. То есть «филиппин джин десу» или «филиппин каракимашта» или «гакусей десу». Обязательно старайтесь заканчивать предложение до заирушку негающимас. То есть, когда вы будете в коллективе или устраиваться на работу, а вас будут знакомить с другими сотрудниками, всегда старайтесь заканчивать этой фразой, потому что она более располагает и указывает на ваш уровень вежливости. Что ж, на сегодня все. Кому не понравилось видео, тапками не кидайте, я впервые, к тому же с простуженным голосом. Всем хорошего дня!